Привет, Арми, добро пожаловать обратно на канал Zone Cook. Что, если всего одного мгновения, одной неожиданной реакции было достаточно, чтобы раскрыть то, что Чингук пытался скрыть все это время? В тот момент, когда он прибыл на тренировочную площадку, что-то показалось странным. Ни улыбки, ни обычных приветствий, ни паузы, чтобы поприветствовать камеры. Вместо этого Чингук двигался быстро, осматривая местность, словно искал кого-то, кого ему нужно было найти. И через несколько секунд фанаты поняли, что это не случайность. Он искал Тэхёна. Но почему такая спешка? Почему такое выражение лица? И почему все в его языке тела кричало о том, что этот момент отличается от всего, что мы видели раньше? Камеры продолжали снимать, персонал застыл на месте, а Арми, наблюдавшие за происходящим из-за экранов, чувствовали нарастающее напряжение. Потому что это не выглядело постановочным. Это не выглядело спланированным. Это казалось реальным, почти слишком реальным. И тут он нашел его. То, что произошло в секунды после того, как Чингук встретился взглядом с Тэхёном, не просто удивило фанатов, оно повергло в шок весь фандом. Потому что внезапно вопрос заключался не просто в том, что происходит, а в том, что мы упускали все это время. Атмосфера тем утром казалась обыденной, почти слишком обыденной для того, что вот-вот должно было произойти. Камеры снимали издалека. Персонал двигался с тихой эффективностью. В воздухе витало то знакомое напряжение, которое всегда окружает моменты с участием мировых суперзвезд. Ничто не казалось неуместным, пока Чингук не вышел из машины. Он не остановился. Он не поздоровался с персоналом, как обычно. Он даже не огляделся, чтобы оценить обстановку. Вместо этого его взгляд остановился на чем-то, или, скорее, на ком-то, что не было сразу видно никому другому. Без колебаний Чингук начал быстро двигаться по тренировочной площадке, осматривая каждый уголок, словно само время ускользало. Почему он так спешит? Кого он ищет? И, что еще важнее, почему ARMY почти мгновенно почувствовали, что под поверхностью разворачивается нечто более глубокое? Очевидцы описали этот момент как необычный. Не хаотично, не драматично в громком смысле, но эмоционально заряжено, и это невозможно было игнорировать. Выражение лица Чингука было не просто сосредоточенным. В нем чувствовалась срочность, такая срочность, которую фанаты редко видят у него на публике. Затем поползли слухи. Он ищет Тэхёна. В сети тут же разгорелись споры. Через несколько минут в социальных сетях начали распространяться видеоролики, на которых Чингук быстро идет по тренировочной площадке. Фанаты увеличивали изображение, анализировали его язык тела, замедляли видео покадрово, ища подсказки, скрытые в его движениях. Потому что дело было не только в том, куда Чингук направлялся. Дело было в том, почему. Вопрос, который захватил миллионы, был прост, но его невозможно было игнорировать. Почему Чингук, известный своим спокойным и профессиональным поведением, сразу же, как только прибыл, стал искать Тэхёна? Некоторые фанаты указывали на недавние моменты, едва заметные изменения в их взаимодействии, короткие взгляды, запечатленные на камеру, паузы, затянувшиеся на секунду дольше, чем нужно. По отдельности они казались незначительными. Но вместе они рисовали картину, полную напряжения, тоски и неразрешенных вопросов. Был ли это момент, когда все наконец-то сошлось? Или ARMY стали свидетелями чего-то гораздо более эмоционального, чего-то настоящего, искреннего и совершенно незапланированного? Пока Чингук продолжал двигаться по тренировочной площадке, сотрудники на мгновение растерялись. Несколько человек обменялись взглядами, как будто тоже почувствовали, что это не часть обычной рутины. Один из операторов, как сообщается, быстро изменил ракурс, пытаясь запечатлеть то, что должно было произойти дальше. Потому что все это чувствовали. Что-то должно было произойти. И затем это произошло. В дальнем конце тренировочной площадки, частично скрытой оборудованием и движением персонала, появилась знакомая фигура – Тэхён. На мгновение время словно замерло. Чингук остановился. Не резко, не драматично, но с глубоким смыслом.
Его поза изменилась. Выражение лица смягчилось. Срочность, которая еще несколько мгновений назад им двигала, сменилась чем-то совершенно иным. Облегчением. Многие фанаты считают, что именно это они увидели. Не просто узнавание, а облегчение. Как будто встреча с Тэхёном была не просто случайным желанием, а чем-то, в чем он действительно нуждался. То, что произошло дальше, повергло Эйяре Муай в эмоциональный экстаз. Вместо того, чтобы сохранять дистанцию, вести себя профессионально перед камерами и персоналом, Чингук сделал несколько шагов ближе. Тэхён, только что заметивший его, отреагировал почти мгновенно. Не было ни колебания, ни неловкой паузы, просто естественная, почти инстинктивная реакция. Их взгляды встретились. И в этом коротком, безмолвном обмене, по мнению фанатов, все было сказано без единого слова. Было ли это беспокойство? Успокоение? Или что-то более глубокое, что ни один из них не мог полностью выразить в тот момент? Видеозапись не дала ответов. На самом деле, это породило еще больше вопросов. Почему Чингук выглядел таким напряженным перед встречей с Тэхёном? Почему? Изменилось ли все его поведение в тот момент, когда он его увидел? И почему Тэхён отреагировал с той же интенсивностью, как будто ожидал его? Социальные сети взорвались в считанные часы. Что-то происходит. Это не похоже на инсценировку. Что-то случилось до этого. Теории распространялись, как лесной пожар. Некоторые считали, что перед их приездом был какой-то частный разговор или инцидент, что-то, что заставило Чингука так сильно волноваться, что он немедленно разыскал Тэхёна. Другие видели в этом доказательство их глубокой связи, которая не нуждается в объяснениях, но проявляется в такие моменты. Но был и другой слой, тот, который несет в себе большую эмоциональную нагрузку. Многие Эйяре Муай чувствовали, что это был не просто момент между двумя айдолами. Это был проблеск чего-то настоящего. Чего-то нефильтрованного. Чего-то, что нельзя было срежиссировать или контролировать. И именно это сделало это таким сильным. В индустрии, где тщательное управление имиджем играет решающую роль, этот момент ощущался по-другому. Он казался непостановочным. Искренним. Почти слишком искренним. После короткого взаимодействия Чингук и Тэхён заметно успокоились. Их движения стали более синхронными. Их энергия более согласованной. Тонко, но безошибочно. Как будто вся существовавшая ранее напряженность разрешилась в этот момент. Но как она разрешилась? Без слов. Без объяснений. Этот вопрос продолжает мучить поклонников. Потому что такие моменты не исчезают, они остаются. Они отзываются эхом. Они побуждают к интерпретации, анализу и бесконечному любопытству. И, возможно, именно поэтому этот момент привлек столько внимания. Дело не только в том, что было видно. Дело в том, чего не было. Молчание между ними. Невысказанное понимание. То, как Чингук двигался целенаправленно, и то, как Тэхён ответил без колебаний. Это не то, что можно легко объяснить. Это чувство ощущается. И именно это чувство, ощущение того, что в этом тихом разговоре произошло что-то значимое, заставляет Эйяре Муай продолжать обсуждать это. Так что же на самом деле произошло в тот день? Было ли это просто воссоединение близких друзей? Момент утешения в стрессовое время? Или что-то более сложное, скрытое под слоями общественного мнения и личной реальности? Ответ, возможно, никогда не будет полностью раскрыт. Но одно несомненно. В тот момент, когда Чингук ступил на тренировочную площадку и тут же начал искать Тэхёна, что-то изменилось. Не только между ними, но и внутри миллионов, которые стали свидетелями этого. И, возможно, это самая сильная часть всего этого. Потому что иногда самые незабываемые моменты – это не самые громкие. Это тихие моменты.
Те, которые заставляют нас задавать вопросы еще долго после того, как они закончились. Но что, если этот момент, такой короткий, такой тихий, такой легко упускаемый из виду случайными зрителями, на самом деле был началом чего-то гораздо большего, чем кто-либо ожидал? Потому что, пока видео продолжало распространяться, Эйяр и Муай смотрели его не один раз. Они смотрели его снова, и снова, и снова. Каждый повтор раскрывал что-то новое, что-то тонкое, что-то почти скрытое на виду. То, как Чингук слегка замедлился, прежде чем остановиться. То, как плечи Тэхёна, казалось, расслабились в тот миг, когда их взгляды встретились. Почти незаметный сдвиг в энергии, который произошел между ними, то, что камеры могли запечатлеть, но, возможно, никогда не смогли бы полностью объяснить. Было ли это облегчение? Было ли это беспокойство? Или это было что-то, что назревало задолго до этого момента, наконец вырвавшись наружу таким образом, который ни один из них не мог контролировать? Инсайдеры на тренировочной площадке позже описали атмосферу как неожиданно эмоциональную. Не разрушительную, не драматичную в том смысле, в каком обычно изображают заголовки, но, несомненно, другую. Наступила пауза в ритме дня, нарушение привычного распорядка, которого никто не ожидал, но которое почувствовали все. А затем появилась деталь, которая еще больше погрузила фанатов в догадки. По словам присутствующих, Чингук не сразу заговорил, подойдя к Тэхёну. Не было громкого приветствия, не было преувеличенной реакции. Вместо этого произошел тихий обмен репликами, настолько тихий, что даже находившиеся рядом сотрудники не могли полностью расслышать, что было сказано. Почему Чингук, известный своими выразительными и теплыми приветствиями, выбрал молчание в тот момент? Было ли это потому, что слов было недостаточно? Или потому, что все, что нужно было передать, уже было понято без слов? Именно здесь повествование начинает меняться, от видимого к тому, что чувствовалось под поверхностью. Потому что годами фанаты наблюдали за связью между Чингуком и Тэхёном. Связью, построенной не просто на общих переживаниях, а на чем-то более глубоком, на чем-то, что проявляется в такие моменты, когда мир этого не ожидает. И все же, даже с учетом этой истории, этот момент ощущался иначе. Сильнее. Более неотложным. Словно он нес в себе груз, которого раньше не было. Может быть, что-то произошло до того, как они прибыли на тренировочную площадку? Что-то, что заставило Чингука потерять свою обычную выдержку и с такой интенсивностью искать Тэхёна? Или это было просто редкий проблеск связи, не нуждающийся в объяснениях, связи, основанной скорее на инстинкте, чем на логике? Вопросы становились все громче по мере появления новых видеозаписей. В одном из роликов, снятом с немного другого ракурса, видно, как Чингук на мгновение сжимает челюсти, прежде чем заметить Тэхёна. Это небольшая деталь, которую легко пропустить, но для фанатов, хорошо его знающих, она говорила о многом. Это была не просто сосредоточенность. Это было напряжение. А затем, всего через несколько секунд, оно исчезло, сменившись чем-то более мягким, спокойным, почти уязвимым. Что изменилось за эти несколько секунд? И снова ответ, казалось, вел к Тэхёну. Потому что с момента их контакта все изменилось. Не резко, не так, чтобы привлекать внимание, но так, что тихо преобразило энергетику всего пространства. Даже их язык тела начал отражать друг друга. Тонкие движения. Обмен взглядами. Невысказанный ритм, который говорил о том, что они двигались уже не как отдельные личности, а как нечто более связанное. Было ли это совпадением? Или это было чем-то, что всегда присутствовало, теперь это невозможно игнорировать? В течение дня Чингук и Тэхён продолжали тренировку. Для стороннего наблюдателя все могло казаться нормальным, профессиональным, рутинным. Но для тех, кто стал свидетелем этого первого момента, все изменилось. Потому что, увидев что-то подобное, почувствовав это, вы меняете свое восприятие всего, что происходит дальше. Каждый взгляд становится осмысленным. Каждая пауза становится целенаправленной. Каждое взаимодействие становится потенциальной подсказкой.
И именно это и произошло. Фанаты начали собирать воедино хронологию не только этого дня, но и дней, предшествовавших ему. Всплыли старые видеоролики. Были заново проанализированы прошлые интервью. Маленькие, казалось бы, незначительные моменты внезапно стали рассматриваться под новым углом. Были ли знаки все это время? Моменты, когда Чингук казался рассеянным. Моменты, когда Тэхён выглядел необычно тихим. Моменты, которые в тот момент не имели большого значения, но теперь ощущались как части большой головоломки. Невозможно было сказать наверняка. Но стало ясно, что этот момент не существовал изолированно. Он ощущался связанным с чем-то большим. С чем-то продолжающимся. С чем-то, что тихо нарастало, едва скрываясь под поверхностью. И, возможно, именно поэтому он так глубоко затронул AR-MY. Потому что дело было не только в том, что произошло за эти несколько секунд. Дело было в том, что эти секунды могли означать. Поворотный момент. Момент осознания. Или просто напоминание о связи, которая продолжает развиваться даже под постоянным взглядом общественности. Когда предположения достигли своего пика, одна конкретная теория начала выделяться. А что, если нетерпение Чингука было вызвано не любопытством, а беспокойством? А что, если он искал Тэхёна не просто? А ему нужно было его увидеть? Нужно было убедиться, что с ним все в порядке? Это была теория, которую, хотя и невозможно было проверить, идеально соответствовала эмоциональному тону момента. Напряжение. Облегчение. Тихая напряженность. Все это указывало на нечто более глубокое, чем просто случайное общение. Но без подтверждения это оставалось всего лишь теорией. И все же, иногда теории существуют, потому что кажутся правдивыми, даже когда их нельзя доказать. С наступлением ночи и окончанием тренировки Чингук и Тэхён покинули место по отдельности. Не было никаких драматических уходов. Никаких последних мгновений, запечатленных на камеру. Просто тишина. Такая тишина, которая оставляет место для вопросов. Такая тишина, которая заставляет людей думать еще долго после того, как все закончилось. Так что же на самом деле произошло в тот день? Было ли это простое воссоединение, неправильно истолкованное миллионами? Был ли это момент эмоционального просветления между двумя людьми, которых связывают глубокие и сложные узы? Или что-то совершенно другое? Что-то, что остается скрытым, известное только им. Правда, возможно, никогда не будет полностью раскрыта. Но, возможно, именно это делает эту историю такой захватывающей. Потому что в мире, где все постоянно документируется, анализируется и объясняется. Такие моменты напоминают нам, что некоторые вещи все еще существуют за пределами нашего понимания. И, может быть, просто может быть. Так им и суждено быть. Но как раз когда AR-MY думали, что история достигла своего эмоционального пика, всплыла новая деталь. И она не просто углубила тайну. Она изменила все. Через несколько часов после окончания тренировки аккаунт, связанный с персоналом, быстро удаленный, но не раньше, чем его скриншот был сделан и распространился, заявил нечто неожиданное. Чингук прибыл раньше запланированного. Не на несколько секунд. Даже не на пару минут. Но значительно раньше. Зачем он это сделал? Для артиста, известного своей дисциплиной и пунктуальностью, приходить раньше – не редкость. Но приходить раньше и сразу же искать кого-то, как только заходишь на сайт. Это другое дело. Это сделано намеренно. И это поднимает вопрос, который AR-MY не могли игнорировать. Пытался ли Чингук найти Тэхёна раньше всех остальных? Идея быстро распространилась, вызвав волну еще одна волна предположений. Потому что если это правда, тогда действия Чингука не были спонтанными. Они были спланированы. Преднамеренно. Ими двигало то, что уже было у него на уме. Еще до его приезда.
Но что же могло быть настолько важным?